Привет, друзья! В этом выпуске разберем 10 самых интересных вопросов на эрудицию и общие знания. Постарайтесь ответить правильно хотя бы на часть вопросов и проверьте свои знания. Давайте вместе немного прокачаем свой мозг. Не забудь подписаться и поставить лайк, чтобы увидеть новое видео первым. На территории какой современной африканской страны в 1960-х годах случилась так называемая эпидемия смеха? В 1962 году в Танганьике, ныне Танзания, произошло нечто странное. 3 ученицы одной из школ начали бесконтрольно смеяться и плакать. Их смех заразил 95 из 159 школьниц, возрастом от 12 до 18 лет. Смех продолжался от нескольких часов до 16 дней. Смех перерос в настоящую эпидемию и распространился дальше, в соседние деревни и города. Одной из возможных причин возникновения эпидемии смеха называют сочетание плохих условий содержания школьниц, неудобные стулья, общежитие без окон и строгость учителей, и невозможности выразить протест. Смех был одним из безобидных способов пожаловаться на окружающую действительность. Как назывался один из ярчайших эпизодов Первой мировой войны? Атака мертвецов. Название контратаки 13-й роты 226-го землянского полка 24 июля 6 августа 1915 года при отражении немецкой газовой атаки. 6 августа 1915 года стал для защитников Осовца черным днем. Немцы применили отравляющие газы. В 4 утра на русские позиции потек темно-зеленый туман смеси хлора с бромом. Противогазов у защитников крепости не было, но они не сдались. Зрелище было ужасающим. Бойцы шли в штыковую с лицами обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного землянского полка, чуть больше 60 человек. Это сражение вошло в историю как атака мертвецов. Какие два океана соединяет пролив Дрейка? Пролив Дрейка – это межконтинентальный пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов. Пролив является самым широким на Земле. В самой узкой части его ширина составляет не менее 820 километров. Он же является и самым глубоким, с глубинами более 5000 метров. В проливе часты штормы, причем здесь они являются одними из самых сильных на планете, также нередки волны высотой более 15 метров. Преимущественно в южной части пролива встречаются айсберги, движущиеся вслед за течением с запада на восток. В годы какой войны произошло Бородинское сражение? Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии светлейшего князя Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. Состоялось 26 августа, 7 сентября 1812 года у села Бородино, в 125 километрах к западу от Москвы. В ходе 12-часового сражения французской армии удалось захватить позиции русской армии, но после прекращения боевых действий французская армия отошла на исходные позиции. На следующий день главнокомандующий русской армией Кутузов дал приказ отступать. В дальнейшем обе стороны приписывали победу себе, однако в ходе той битвы ни одна из сторон не добилась решительных желаемых результатов. Что изображено на флаге Финляндии?
Флаг Финляндии является одним из государственных символов Финляндской республики и представляет собой белое прямоугольное полотнище с синим скандинавским крестом. Синий цвет креста обозначает голубые небеса и тысячи озер Финляндии, а также синий – это цвет свободы. А белый фон – это символ заснеженных просторов, которых в Финляндии очень много. Сам крест по разным источникам означает меч или христианство. Кто является автором произведения «Белые ночи»? «Белые ночи» – повесть русского писателя XIX века Федора Михайловича Достоевского. Повесть была написана Достоевским в сентябре-ноябре 1848 года. 31 октября 1848 года было получено разрешение Петербургского цензурного комитета на публикацию повести. Впервые была напечатана в 12-м номере журнала «Отечественные записки». Кто изобрел радио? Александр Попов впервые разработал радио, способное принимать азбуку Морзе. Устройство Попова представляло собой простой когерер, стеклянную трубку с двумя электродами, расположенными на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, с металлическими опилками между ними. Сорока в Китае символ чего? В Китае довольно распространены изображения сороки в различных орнаментах и росписях, символизирующих благополучие и удачу. Образ сороки часто встречается в искусстве вырезания из бумаги и в произведениях китайской традиционной живописи. Нередко сороку рисуют в сочетании с другими предметами, в результате чего получается новый счастливый символ. Любовь и уважение к этой птице постепенно сформировали в Китае своеобразную культуру счастливых примет или так называемую культуру сороки. В каком океане расположен остров Мадагаскар? Мадагаскар – четвертый по величине остров мира. Он расположен в Индийском океане, у восточных берегов Африки. Островное государство имеют древнейшую историю традиций и уникальные флору и фауну. Здесь есть потухшие вулканы и высокие горы, долины и реки, тропические леса и полупустыни. Что значит термин ксантопсия? Ксантопсия – один из видов нарушения цветового зрения, когда человек видит все предметы в желтом цвете. Наиболее часто ксантопсия возникает при желтухе. Появляется при отравлении некоторыми химическими препаратами. Также иногда развивается как один из симптомов некоторых заболеваний – поражение гельминтами, брюшной тиф, неврастении, диабет, прогрессирующий атеросклероз сосудов головного мозга. Данное явление на данный момент изучено недостаточно, но основными причинами возникновения ксантопсии считаются либо функциональные нарушения в работе зрительного анализатора, либо проникновение красящих веществ в преломляющую среду глаза. Надеюсь, тест вам понравился, и вы смогли узнать что-то новое. Пишите в комментариях, на сколько вопросов вы смогли ответить.